Здравствуйте, я Николай Голяпин, юридический консультант. Расскажу о том, какие наименования ТО запрещены в Казахстане. Согласно действующего законодательства, запретов не так много, на самом деле, их всего 4. Запрет первый. Запрещается использование в фирменных наименованиях юридических лиц, не являющихся государственными органами, указаний на названия государственных органов Республики Казахстан, установленные законодательными актами, актами президента или правительства. Например, нельзя создать ТО и назвать его ТО администрации президента Республики Казахстан, потому что это будет противоречить закону. Запрет второй. В наименовании ТО не допускается использование названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной морали. Это значит, что нельзя использовать бранные слова, нельзя использовать словосочетания, запрещенные законом, нельзя использовать запрещенные наименования. Третий запрет. Не допускается использование собственных имен лиц, которые не совпадают с именем участников, либо если участники не получали разрешения этих лиц или их наследников на использование собственного имени. К примеру, даже при сильном желании нельзя назвать предприятие Дональд Трамп или ТО Алла Пугачева, если вы не являетесь носителем этого имени или не имеете соответствующего разрешения от носителей. Правда, запрет при определенном творческом подходе достаточно легко обходится. Учредителю достаточно либо сменить свое собственное имя, либо получить разрешение, например, от тезки знаменитости. Кстати, именно из-за этого ограничения некоторые звезды после расставания со своими продюсерами меняют имя, данное им при рождении, например, на сценический псевдоним. Делает это официально через ЗАГС или через суд, потому что зарегистрировать ТО на имя своего сценического псевдонима возможно, и это будет абсолютно законно. Ну и, наконец, последний, четвертый запрет. Наименование ТО, наименование юридического лица не должно полностью или в существенной мере совпадать с наименованием юридических лиц, уже зарегистрированных в Казахстане. Иначе говоря, наименование ТО должно быть уникальным. На практике это означает, что система не зарегистрирует ваше ТО, пока вы не придумаете то наименование, которое не встречалось ранее. Если вы знаете какие-то способы обхода вот этих ограничений, пожалуйста, поделитесь с ними с нами в комментариях, будет очень интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, подписчиков мы консультируем бесплатно. Если все понятно, вопросов нет и вам нужна компания в Казахстане, звоните или пишите, мы отправим вам список необходимого, наши контакты есть в описании к видео.